Автомобильный рынок в последнее время явно взял курс на неожиданные ходы и не всегда в приятном смысле. На этот раз сюрприз подготовил Nissan, представив свой первый подключаемый гибрид. Формально новинка – это знакомый всем кроссовер Nissan Rogue, который европейцы знают как X-Trail. Модель освежили в 2023 году, и сейчас в США ее продают только с 1,5-литровой турботройкой на 204 силы и вариатором. Но очень скоро в линейке появится плагин-гибридная версия. Событие вроде бы значимое, вот только есть один любопытный момент. Перед нами на самом деле совсем другой автомобиль. Подключаемый гибрид у Nissan ждали много лет. И когда компания наконец показала новый гибридный Rogue, ощущение оказалось неоднозначным. Потому что это тот редкий случай, когда смотришь на машину и вдруг ловишь себя на мысли: «Стоп, но разве я вчера не видел точно такое же в салоне Mitsubishi?» И вы будете правы. Новый Nissan Rogue плагин-гибрид практически клон Outlander. Настолько близкий, что игра «Найди 10 отличий» здесь может затянуться надолго, и велика вероятность, что большинство отличий так и не найдется. Nissan поступил вполне прагматично. На фоне финансовых трудностей и тесной связи с Mitsubishi в рамках альянса бренд не стал вкладываться в глубокую адаптацию технологий Outlander под собственную платформу. Гораздо быстрее и дешевле взять готовый продукт Mitsubishi, заменить эмблемы и выдать это за новый автомобиль. По сути, перед нами грамотный ребрендинг с минимальными вмешательствами, рассчитанный на то, чтобы сохранить присутствие модели на рынке без серьезных затрат. Но все же, списывать обновленный Rogue со счетов точно не стоит. Это уже совсем не тот бензиновый кроссовер, к которому привыкли видеть в США. Новая платформа, другая техника, другие возможности. Да, это родственник Outlander, но в любом случае новый раздел в истории модели. И что более важно, долгожданный шаг Nissan в сторону современных гибридных технологий. Внешне гибридный Nissan Rogue легко узнаваем, но его дизайн во многом повторяет Outlander. Главное отличие – слегка измененная решетка радиатора и логотипы. Хромированные накладки Outlander, напоминающие скобы, у Rogue частично скрыты. Верхняя часть затемнена глянцевым черным, а нижняя окрашена в цвет кузова. Даже задняя часть практически идентична, за исключением черной вставки между фонарями и логотипа Nissan. При внимательном взгляде донора выдают крупные 20-дюймовые колеса и черные акценты на кузове, позаимствованные у Outlander в версии Black Edition. Размеры новинки от Nissan почти совпадают с близнецом Outlander. Различия настолько незначительны, что их трудно заметить без линейки. Длина составляет 4709, на 10 мм меньше, чем у Outlander. Ширина слегка увеличена, 1912, плюс 15 мм, а высота чуть меньше, 1740, минус 7 мм. Колесная база осталась такая же, 2705 мм. Если сравнивать с бензиновым Rogue, гибридная версия выглядит крупнее, на 61 длиннее, на 73 шире и на 51 мм выше. Дорожный просвет при этом немного уступает бензиновому варианту, 200 мм, минус 8 мм. Снаряженная масса варьируется от 2120 до 2155 кг в зависимости от комплектации. Интерьер почти полностью повторяет атмосферу родственного Outlander, только руль и логотипы в салоне Nissan, а остальное чувствуется знакомо. Даже ромбовидная прострочка на обивке осталась без изменений. Цифровая приборная панель на 12,3 дюйма соседствует с 9-дюймовым центральным экраном, который поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. Хотя у оригинального неэлектрифицированного Rogue центральный дисплей на 12,3 дюйма. А вот мощную аудиосистему Yamaha, как у Mitsubishi, не поставили. Вместо нее здесь акустика Bose с 9 динамиками. Как и у исходной модели, гибридный Rogue предлагает трехрядный семиместный салон. Но третий ряд больше подходит детям, взрослым там будет тесновато. Зато спинки второго ряда легко сдвигаются, откидываются или складываются вперед в пропорции 40:20. За третьим рядом сидений багажник вмещает 362 литра, а если сложить третий ряд, объем увеличивается до 872 литров.
В базовой версии гибридного Rogue задняя дверь оснащена электроприводом и системой бесконтактного открытия взмахом ноги. Плагин «Гибридная версия» в США будет доступна в двух комплектациях – SL и Platinum. Базовая SL уже в стандартном оснащении предлагает светодиодные фары, водительские сиденья с электроприводом и регулировкой в 8 направлениях, подогрев передних сидений. Двухзонный климат-контроль и сразу 4 USB-порта, плюс полный пакет систем помощи водителю. Это и автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов, и предупреждение о выезде из полосы, контроль слепых зон и оповещение о движении сзади, включая автоматическое торможение. Также предусмотрен монитор кругового обзора на 360 градусов и система ProPilot Assist версии 1.1. Флагманская версия Platinum добавляет 10-дюймовый проекционный дисплей, кожаную обивку, аудиосистему Bose, панорамный люк с электроприводом, подогрев задних сидений и руля, задние солнцезащитные шторки и трехзонный климат-контроль. Внешне отличить Platinum от SL можно только по глянцево-черным рейлингам на крыше. Техническая начинка этого кроссовера полностью совпадает с гибридным Outlander. Под капотом установлен 2- и 4-литровый атмосферный бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона, а к нему добавлены 2 электромотора, по одному на каждой оси, и литий-ионная батарея емкостью 20 кВт-часа. В сумме вся эта система выдает 248 сил и 450 ньютон-метра крутящего момента. По североамериканским стандартам на чистой электротяге машина способна проехать около 61 километра. Зарядка от обычной домашней розетки мощностью 3,5 кВт занимает примерно 7,5 часов. Но о возможности быстрой зарядки производитель ничего не заявляет. С 56-литровым топливным баком и полностью заряженной батареей кроссовер может преодолеть до 620 км на одной полной заправке. При этом средний расход топлива составляет 3,7 литра на сотню. Однако при разряженной батарее расход увеличивается почти в 2,5 раза, достигая 9 литров. Полный привод идет в базовой комплектации. Причем доступно 3 режима работы силовой установки. EV для езды только на электромоторах, Save для сохранения заряда батареи и Charge, когда батарея заряжается от двигателя. Также доступно рекуперативное торможение, управление одной педалью и предлагаются 7 режимов движения. Подвеска. Спереди независимая стойка с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, сзади независимая многорычажная конструкция. Новый плагин «Гибридная версия Nissan Rogue» в эти выходные официально представят на автосалоне в Лос-Анджелесе, а первые машины появятся у дилеров США в начале следующего года. Он будет продаваться параллельно с бензиновым Rogue. Сколько будет стоить новинка, пока точных данных нет. Для сравнения, гибридный Outlander в Америке стартует чуть выше $40 тысяч и в топовой версии может достигать 50 тысяч. Так что можно предположить, что Rogue в такой же версии окажется в том же ценовом диапазоне. Для Nissan это дебют на американском рынке с подключаемым гибридом. Старт получился неоднозначным. Вместо полностью новой модели компания выбрала ребрейдинг, что может не всем понравиться. По сути, Nissan предлагает альтернативу Outlander с минимальными изменениями, делая ставку не на уникальность, а на узнаваемость имени Rogue, которая в США продается значительно лучше Outlander. Для тех, кто давно ждал гибридную версию популярного кроссовера, это решение может оказаться именно тем, что нужно. Фактически, Nissan делает ставку на проверенный формат и привычное имя, чтобы привлечь широкую аудиторию. Благодарим, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться своими комментариями. Ваша поддержка для нас бесценна. Желаем вам отличного дня и безопасных дорог. До новых встреч на канале.